Привет, друзья! Рад видеть вас снова на канале. Сегодня хочу поговорить о вопросе, который всплыл в одном из недавних комментариев под моим стримом. Ссылочку оставлю. Мы с подписчиком начали обсуждать, как жесткость ракетки и натяжение струн влияют на игру. И оказалось, что есть несколько моментов, в которых многие теннисисты, особенно любители, просто путаются. Почему одна ракетка ощущается жесткой, другая мягкой, и как это влияет на игру. И самое главное, какой эффект это оказывает на удары и ощущения. Сегодня я расскажу обо всем этом, опираясь на опыт и немного теории. Поехали. Первый момент, который часто вызывает путаницу, это жесткость ракетки и как она ощущается в руке. Когда мы говорим о жесткости ракетки в техническом смысле, мы имеем в виду показатель RA. Это такой параметр, который описывает, так сказать, насколько рама ракетки устойчива к деформации. Жесткая ракетка имеет высокий показатель RA, обычно выше 70, что значит, что она меньше прогибается при ударе. Мягкая ракетка, напротив, имеет RA ниже 65 и более гибкую раму, которая немного прогибается при контакте с мячом. Но вот что интересно, многие игроки ощущают жесткость ракетки субъективно. Они думают, что жесткая ракетка бьет сильнее по руке, а мягкая менее ощутимо. Однако это не всегда так. Наоборот, жесткая ракетка, благодаря своей стабильности, часто передает меньше вибраций в руку, и удар ощущается как мягкий. Мягкая же ракетка может передавать больше вибраций, что парадоксально вызывает ощущение жесткости в руке. Вот так бывает. Именно поэтому многие игроки и путаются. Теперь давайте поговорим о натяжении струн. Это второй важный параметр, который влияет на ощущения в игре. Когда струны натянуты слабо, они больше прогибаются при ударе и создают так называемый катапультирующий эффект. Это значит, что мяч быстрее отскакивает от струн, придавая ему больше скорости. Слабое натяжение может сделать удар более мощным, но при этом уменьшает контроль. Сильное натяжение, наоборот, делает струны более жесткими, мяч меньше катапультируется, но это улучшает контроль, так как струны не деформируются слишком сильно. Таким образом, если вы хотите мощь, слабое натяжение, если контроль, сильное натяжение. И снова, люди часто путают это с жесткостью ракетки. Важно понимать, что натяжение струн и жесткость рамы работают вместе, но это не одно и то же. Теперь о еще одном интересном аспекте. Игровом пятне или, как его называют, sweet spot. Это та область на струнной поверхности, где удар ощущается максимально комфортно и мощно. Жесткие ракетки, как правило, имеют более стабильную раму, что помогает лучше распределять силу удара по всей площади струн. Это означает, конечно, что sweet spot у жестких ракеток, как правило, немного больше. Когда вы промахиваетесь и попадаете не в центр струн, жесткая ракетка более прощает, так сказать, такие удары. Она остается стабильной, и удар не так сильно отдается в руку. Мягкая ракетка, напротив, имеет меньше игровое пятно. Из-за гибкости рамы удары вне центра вызывают большие вибрации и дискомфорт в руке. Поэтому, если вы новичок и не всегда попадаете точно в центр, жесткая ракетка может быть для вас предпочтительней просто, так как она простит такие ошибки. Итак, подведем итоги. Жесткость ракетки, натяжение струн и размер игрового пятна – все это важно учитывать при выборе ракетки. Если вы ищете стабильность и меньше вибраций в руке, то жесткая ракетка может быть хорошим выбором. Она даст вам более широкое игровое пятно и простит нецентральные удары, особенно если вы склонны к ошибкам в точке попадания. Если вам нужен большой контроль, и вы привыкли к более мягкому ощущению в ударе, возможно, мягкая ракетка – ваш вариант. Хотя нет. Только помните, при попадании вне центра мягкая ракетка передаст больше вибраций, и это может ощущаться как дискомфорт.
И, конечно, не забывайте про натяжение струн. Слабое натяжение даст вам больше мощи, а сильное натяжение – больше контроля. Это два разных параметра, и нужно уметь их балансировать в зависимости от вашего стиля игры. Надеюсь, я помог вам лучше понять, как жесткость ракетки, натяжение струн и размер игрового пятна влияют на ваши удары. Теперь, когда вы выбираете ракетку, вы сможете сделать это осознанно, не путая субъективные ощущения с техническими характеристиками. Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим опытом, пишите в комментариях. Буду рад обсудить с вами любые аспекты, связанные с выбором ракетки. Не забывайте подписывайтесь на канал, ставить лайки этому видео и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. До новых встреч!